что-то изменилось. Незначительно, не разительно, но достаточно, чтобы миллионы армий по всему миру почувствовали, что-то не так. Те, кто когда-то смотрел друг на друга так, словно весь мир принадлежал им. Теперь почти не общались. Не было легких улыбок, запечатленных камерой. Никаких долгих взглядов, от которых фандом кричал. Никаких спонтанных моментов, заставлявших имя Тэгука эхом разноситься по соцсетям. Все ощущалось по-другому. И для тех, кто следил за этой историей годами. Даже малейшее изменение ощущалось как буря. Чингук, который раньше со смехом произносил имя Тэхёна, теперь молчал. Тэхён, который раньше лишь поглядывал на него, теперь в основном смотрел в пространство, куда-то в другое место, в пространство, которое уже не было прежним. Фандом разделился. Некоторые говорили, что это просто временное явление. Другие были убеждены, что-то происходит за кулисами. Но затем, один за другим появились знаки. Короткие фразы на Уиверс. Таинственные фотографии в Инстаграм. Песни со скрытым смыслом. Даже крошечные символы на кольцах и браслетах, слишком похожие, чтобы быть совпадением. Все эти знаки привели к одному выводу, который оставил фандом безмольным и истеричным: у Тэгука дела идут плохо. Но был ли это конец их близости или начало чего-то более глубокого? Чего-то, что они не могли показать миру? Нет ничего более запутанного, чем молчание между двумя людьми, которые когда-то бесконечно смеялись вместе. И, пожалуй, ничто не могло быть более болезненным для фандома, чем видеть, как Тэхён и Чингук, два имени, которые когда-то произносили с такой любовью, теперь, казалось бы, идут разными путями. Их называли Тэгуком, символом тепла, близости и связи, которая ощущалась реальной даже без слов. Но в последнее время что-то изменилось. Взгляды, которые когда-то искали друг друга, теперь, казалось, избегали друг друга. Шутки, которые когда-то были беззаботными, сменились тишиной. И мир начал задаваться вопросом: неужели с Тэгуком не все в порядке? Сегодня вечером мы рассмотрим все знаки, намеки и все мелочи, которые складываются в одну большую правду, стоящую за этой тайной. Потому что, как оказалось, тайна Тэгука действительно существует. И теперь она раскрыта. Все начиналось постепенно. Несколько недель назад, во время одного из своих сольных промо-выступлений, Тэхён и Чингук выглядели иначе. Никаких быстрых улыбок, никакого долгого зрительного контакта, никаких тех мелочей, которые обычно любит армия. Конечно, на сцене они все еще были профессионалами. Но для фанатов, которые следили за ними годами, даже небольшие изменения ощущались серьезно. На одном из развлекательных шоу камера запечатлела короткий момент, когда Чингук взглянул на Тэхёна, но тут же отвел взгляд. Тэхён же, напротив, просто усмехнулся, сидя рядом с другим участником. Многие сначала проигнорировали это, сказав: «А, может быть, они просто устали. Они заняты». Но потом произошло то, что стало невозможно игнорировать. Чингук внезапно написал на Уиверс: «Иногда расстояние говорит громче слов». Предложение было коротким, но его смысл был глубоким. Вскоре после этого Тэхён опубликовал фотографию ночного неба с подписью: «Даже тишина имеет смысл». Казалось, эти два предложения говорили друг с другом. Словно Чингук хотел что-то сказать, а Тэхён молча ответил. Армии тут же сошли с ума. Хэштеги «решетка Таекак Нотакой», «решетка Стайстранг Таекак» и даже «решетка Таекак Момент» стали трендами по всему миру. Поклонники начали искать подсказки в каждом посте, тексте каждой песни и даже в выборе эмодзи. Ссорились ли они? Произошло ли недопонимание? Или они скрывали от публики что-то более сложное? На развлекательном шоу с участием нескольких участников BTS царила неловкая атмосфера. Пока остальные участники шутили, камера показала, что Чингук слегка улыбается, но совсем не смотрит на Тэхёна. Тэхён же выглядел расслабленным, но его улыбка казалась фальшивой, не тем искренним смехом, которым они обычно обменивались.
Давние фанаты это чувствовали. Они знали, когда улыбка искренняя, а когда нет. На одном фанкаме Чингук даже опустил глаза и теребил пальцы, пока Тэхён говорил. Этот короткий момент вызвал тысячи комментариев. Что-то не так. Почему они кажутся чужими? Раньше они такими не были. Вскоре после этого Чингук вышел в прямой эфир. Он говорил о переменах, росте и зрелости. Он сказал: «Иногда нам нужно научиться дистанцироваться, чтобы не причинять друг другу боль. Иногда молчание – это самая истинная форма любви». Армии сразу вспомнили пост Тэхёна несколькими днями ранее, песню «Литинго», которую он выложил. Было ли это совпадением? Или они что-то передавали друг другу через искусство и слова? Фандом молчал. Потому что для многих Тэгук был не просто двумя именами. Они были двумя сердцами, сросшимися вместе, двумя душами, которые понимали друг друга без лишних слов. И теперь они, казалось, говорили молчанием. Пока, наконец, не появились новые фотографии, которые все еще прояснили и одновременно запутали. В журнальной фотосессии Тэхён был замечен с кольцом на правой руке, очень похожим на кольцо Чингука из прошлого. Но на этот раз кольцо было выцветшего серебра, словно утратило свой блеск. Затем, в тот же день, Чингук был замечен в серебряном браслете с гравировкой полумесяца. Поклонники быстро заметили, что символ полумесяца некоторое время назад также появлялся на одной из фотографий Тэхёна в его личной истории, но в перевернутом виде. Похожие, но не одинаковые. Связанные, но в противоположных направлениях. Поклонники предположили: возможно, это не знак расставания, а символ проверки отношений на прочность. Что они все еще связаны, просто в разных направлениях. Вскоре интернет переполнился эмоциями. Твиттер, ТикТок и международные форумы были переполнены теориями, видеомонтажами и трогательными постами. Некоторые писали: «Тэгук учит нас, что настоящая близость не всегда видна». Некоторые также писали: «Возможно, они заботятся друг о друге, просто по-разному». С другой стороны, некоторые фанаты испытывали чувство утраты. Потому что Тэгук был не просто общением, но и напоминанием о том, что тепло можно чувствовать даже в холодном мире. Те, кто видел искренние взгляды этих двоих, знали, что, несмотря ни на что, это никогда не исчезнет по-настоящему. Несколько источников внутри компании сообщили, что Тэхён и Чингук действительно сосредоточены на личных проектах. Оба готовятся к большим карьерным свершениям. Однако источник также добавил важную фразу: у них прекрасные отношения. Они просто идут в разных направлениях, а не разлучаются. Если это правда, то, возможно, все, что мы видим. Посты, расстояние, символы, даже молчание. Просто их способ взросления. Возможно, это тот период, когда им больше не нужно доказывать свою близость жестами, а нужно молчаливое понимание. Потому что иногда самое реальное – это невидимое. Тэгук – это не просто два имени, соединенных вместе. Они – символы долгого пути, искреннего чувства, которое растет среди смеха, слез и общих мечтаний. Они показывают нам, что человеческие отношения не всегда должны быть постоянными. Иногда сближаясь, иногда отдаляясь. Но все же понимая друг друга. Чингук однажды сказал: «Я всегда ценю людей, с которыми мне комфортно, не говоря много слов». А Тэхён однажды написал: «Мне нравится молчать рядом с людьми, которые делают мир спокойнее». Эти два предложения, возможно, отражают то, что они все еще искренне чувствуют друг к другу. Итак, армия. Эта тайна действительно разгадана. Дело не в разлуке, не в ненависти, а в переменах и зрелости двух сердец, растущих под светом софитов. Возможно, им сейчас не очень хорошо. Но это не значит, что они потеряли друг друга. Потому что иногда самая сильная любовь
Это та, которая осмеливается дать друг другу пространство. И в конце концов, Тэхён и Чингук, все еще Тэкуки, две души, которые понимают друг друга даже на расстоянии. Фиолетовое сердце, спасибо за просмотр, Арми. Не забудьте поделиться своими мыслями в комментариях. Чувствуете ли вы, что Тхэкук отдаляется? Или это новый этап более глубокой близости?